Hey, всем привет, я Humid Peach и рада видеть вас на своем канале. Сегодня я решила в очередной раз вам показать свой скетчбук, и в конце видео я хочу показать вам свои старые и новые работы, как они изменились и какой был прогресс. Сегодня мы будем не только смотреть мои рисунки, но также обсудим свои страхи, связанные с рисованием. Не забудьте поставить лайк авансом и подписаться на мой канал. Я думаю, всем вам знакома эта тема страха, ведь мы часто боимся рисовать скетчбуки, или же вас, если пугает это слово скетчбуки, то заменим его на страх белого листа. Почему же так происходит и как с этим бороться? Возможно, вы боитесь испортить новый дорогой скетчбук, потому что вам подарили его на день рождения. Или вы боитесь нарисовать неудачный рисунок, а может быть, боитесь разочаровать или не соответствовать чужим ожиданиям? И если у вас есть другой страх, то, пожалуйста, не забудьте написать его в комментариях, возможно, мы сможем тебе помочь. Но для начала давайте попробуем побороться с теми страхами, которые я уже перечислила. Боишься испортить дорогой скетчбук? Возьми дешевую бумагу, дешевые материалы. И в начале твоего обучения материалы не должны иметь значения, тем более влиять на тебя негативно и ограничивать твои действия. Ведь яркие и смелые работы получаются только у свободного человека. Ну а что делать, если боишься нарисовать плохой рисунок? В первую очередь ты должен понимать, что неудачи бывают у всех, даже у профессиональных художников. Неудачные работы не принято выкладывать, потому что тебя могут задеть, обидеть и как-то принизить, если увидят твои неуспехи. Ну, а как мы знаем, люди не любят показывать свои слабые места, потому что тогда люди будут причинять им боль. Важно понять, что неудачные работы – это важная часть творческого процесса, в котором вы не только учитесь, но и находите себя. Ни один великий художник не смог бы достичь того, что имеет, без неудач и плохих работ. Представьте только, сколько сделал эскизов, подготовительных работ Леонардо да Винчи, когда рисовал какую-нибудь из своих знаменитых картин. Для того, чтобы создать одну картину, они тратили кучу времени, создавали более сотни эскизов, для того, чтобы нарисовать просто одно полотно. Эскизы – это важная часть нашего художественного мышления. В них мы можем найти интересные идеи, высказаться, выразить свои чувства, не думая о деталях и правилах. Поэтому вы не должны так строго оценивать свои рисунки, просто чувствуйте и рисуйте. Если ты боишься испортить свой рисунок, ты можешь себе сделать подстраховку. Ты можешь сделать копию эскиза, например, отсканировав или перевести ее с помощью кальки, светового планшета или окна. Таким образом у тебя останется эскиз, который ты боишься испортить, и появится много попыток, чтобы поэкспериментировать с цветом. Вам также может казаться, что у других художников все намного лучше, все быстрее получается, у них не бывает неудач, но на самом деле вам просто кажется. Художники обычно это те люди, которые очень закрыты в себе и редко когда делятся своими переживаниями, трудностями. Но давайте это немножко исправим и будем больше говорить о своих переживаниях в творческой сфере. Ну а если у вас есть мини-блог, то и о своих личных переживаниях, ведь это очень важно, потому что вы личность, вы не просто человек, который занимается бездумным рисованием, вы отражаете себя в своих же рисунках. Вы пытаетесь рассказать свою историю с помощью того, что изображаете на листе бумаги. Что же делать с чужими ожиданиями? Когда-то я рисовала однотипные красивые портреты девушек, но постепенно я начала меняться, а вместе с этим и мои рисунки. В такие моменты всегда случаются небольшие трудности, ты немножко боишься выкладывать и показывать аудитории другую себя, потому что боишься не оправдать ожиданий. Ведь они ждут от тебя большие акварельные работы, а ты выкладываешь вместо этого какие-то эскизы и рисунки, которые отличаются от того стиля, в котором ты рисовала раньше. С этим я боролась очень просто. Если я боялась выкладывать и показывать это публике, то я просто публиковала свой рисунок и не обращала внимания на то, что мне пишут первые часы. Так что у меня позиция достаточно простая, если боишься, то просто сделай. То же самое касалось и моих личных фотографий в блоге. Обычно не принято, что художник показывает себя. И когда я выкладывала свои личные фотографии, я получала очень много хейта насчет своей внешности, о том, что я не должна публиковать свои личные фото, потому что это блог художника, и я должна показывать только рисунки. Несмотря на все негативные комментарии, которые я получала от аудитории, я все равно продолжала гнуть свою линию и публиковала то, что хочу. Спустя пару лет аудитория привыкла, и сейчас мои некоторые личные фотографии набирают даже больше лайков, чем мои рисунки. Даже немного обидно.
Также не нужно забывать, что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в творчестве, не всегда связаны с самим рисованием. Например, часто наши личные какие-то проблемы могут сказываться на том, что мы рисуем, а также могут появляться какие-то блоки и страхи из-за других людей. И тут важно понимать, что не всегда вы можете справиться с этим самостоятельно. Лично у меня было немножко по-другому, когда я сталкивалась с трудностями, у меня были проблемы, и я рисовала. Лично у меня самой было не очень много страхов насчет рисования. Я обычно рисовала все свободное время, когда мне грустно, весело, в целом всегда. У меня не было, если честно, тех проблем, с которыми сталкиваются молодые художники сейчас, потому что некому было их мне навязать. Сейчас же из-за социальных сетей мы сравниваем друг друга, постоянно пытаемся прыгнуть выше своей головы и в целом соревнуемся. И порой неадекватная оценка своих возможностей может стать началом выгорания. В погоне за кем-то мы можем потерять себя и начать следовать чужим мечтам, которые, как выяснится позже, не имеют значения. Поэтому, если у вас не получается рисовать только потому, что вы сравниваете свои работы с чужими, то перестаньте это делать. Если вы устаете от бесчисленных рисунков в своей ленте Инстаграма, то начните меньше времени проводить на этой площадке. Начните больше рисовать, читать, смотреть фильмов и в целом заниматься своей жизнью. Да, вы сравниваете себя с более профессиональными художниками, то это может обернуться тем, что вам будет больно. Но вы должны понимать, что этот человек добился многого благодаря тому, что он очень много рисовал и обучался. Вы, скорее всего, потратили на обучение пару лет, а этот художник десятки. Я считаю важным знать историю и путь другого художника. Это поможет вам не только развиваться и расти, но и также поможет преодолеть трудности, с которыми вы можете столкнуться. Как я и обещала, я вам сегодня покажу свои старые работы и постепенно перейдем к новым. Я решила это показать не просто так, мы с подругой сегодня общались, и она мне напомнила о том, какие фотографии я ей прислала. И сегодня мы с вами увидим мои старые рисунки. Вы можете ставить на паузу, чтобы рассмотреть эту красоту, но в целом это должен быть для вас очень хороший пример того, с чего все художники начинают, к чему приводят старания. Если честно, этот рисунок я очень любила, и мне казалось он максимально крутым. Вы можете прекрасно увидеть, какая здесь работа с карандашом, акварелью, и как сейчас мой навык совершенно изменился. Также я никогда не гналась за стилем, то есть я просто рисовала, в каких-то моментах я иногда копировала некоторые работы других художников, потому что почти все дети это делают. И здесь можно прекрасно увидеть, что в основном я рисую карандашом, маркерами, какими-то ручками и, конечно же, гуашью. О, прекрасная работа! Тут что, даже какая-то имитация блесток, типа аниме. Очень ровное лицо. Я не знаю, как это комментировать. А, кстати, вот этот рисунок мне нравится. Он такой миленький. И, как видите, вот тут я копировала работы известной художницы. К сожалению, я не знаю ее имени. Это вот моя вариация подписи. Здесь какая-то разработка персонажей. Как видите, портреты у меня были всегда, я вам не врала, у меня просто изначально была тяга к рисованию людей. Тут даже попытки нарисовать человека в полный рост и какой-то даже дизайн нарядов. Это мои акварельные работы, как видите, акварели у меня не на высшем уровне, я так рисовала не всегда. И вот вам живой пример, то, с чего я начинала свой путь художника. Очень анатомически верный рисунок. И это тоже супер классный. Это я представляла, кстати, себя такой. Мне казалось, что у меня такие же волосы. Уже тогда я начинала рисовать глаза. Тут мы подходим уже к гуашевым работам. Кстати, вот это аниме-рисунок мне казался потрясающим. Но сейчас, глядя на него, я понимаю, что это не так. А вот этот выглядит достаточно милым даже по цветам. Это мои первые портреты, когда начала рисовать на заказ, 2016 год. Как видите, не все уж так идеально, и не гладко, и не ровно, и совсем не симметрично. Портрет — это автопортрет. Тоже, кстати, один из портретов 2016 года. Тогда только я начинала изучать рисунок самостоятельно.
Рисунок гуашью. В тот момент, когда я его рисовала, я поняла, что хочу пойти в художественную школу и научиться рисовать, потому что у меня не получалось тогда изобразить то, что я хочу. Сейчас мы посмотрим с вами относительно новой работы. К сожалению, очень хорошее качество, но я думаю, заметен уровень, как повысился скилл владению акварелью. В целом сюжеты стали более сложные. Почему я вообще решила показать вам свои старые работы? В то время моя подруга только начинала рисовать, и она часто удивлялась и спрашивала меня, как так у меня получается все с первого раза. При этом у меня уже был опыт рисования, и я рисовала на тот момент очень давно. И тогда я решила ей показать свои старые работы, которые были уже не такие удачные, и они просто показывали мой путь, то, с чего я начинала. Именно тогда моя подруга проходила точно такой же путь. Я думаю, вы очень хорошо видите контраст между новыми и старыми работами. И сейчас давайте попробуем остановиться вот, например, на этой работе, потому что, мне кажется, она достаточно сложная. И откроем с вами, не знаю, вот это. Я думаю, прекрасно видно, что мой уровень в акварели и в целом в рисовании портрета. Перед вами живой пример того, как можно учиться самому рисовать портреты. Тут я могу подвести вас к тому, что у меня есть моя онлайн-книга по рисованию портретов, которая вам поможет научиться рисовать портреты. Так что, если вам интересно, то можете переходить на сайт humanpitch.com. Всем спасибо!